Кассовые сборы «Фантастических тварей 3» ниже, чем у «Преступлений Гриндевальда». Что происходит с выходом продолжения магической саги? Неужели прогнозы кассовых сборов «Фантастических тварей. Тайны Дамблдора» говорят о том, что они будут ниже, чем прогнозы кассовых сборов «Преступлений Гриндевальда»? Досмотрите до конца, будет интересно. Наберем 50 тысяч подписчиков, отблагодарим автора. Привет, друзья! Вы смотрите файл Джонни Деппа. И сегодня хочу представить вашему вниманию арт от Дмитрия Лаптева, который был прислан на конкурс постеров к «Фантастическим тварям 3. Секреты Дамблдора». Прогнозы кассовых сборов приквела о Гарри Поттере «Фантастические твари. Тайны Дамблдора» даже ниже разочаровывающих финансовых результатов «Преступлений Гриндевальда». «Тайны Дамблдора» продолжаются через несколько лет после событий «Преступлений Гриндевальда» и показывают, как Альбус Дамблдор поручает Ньюту Скамандеру и его друзьям миссию по победе над темным волшебником Геллертом Гриндевальдом, который собирает грозную армию в своей попытке создать новый мировой порядок, признающий превосходство волшебников. Во главе съемочной группы нового магического фильма ветеран Гарри Поттера, режиссер Дэвид Йейтс, который снимал продолжение по сценарию Джоан Роулинг и Стива Кловса. Этот фильм станет третьей частью в серии «Фантастические твари» и 11-й во франшизе «Волшебный мир», в которую также входят фильмы о Гарри Поттере. Трилогия «Фантастические твари» до сих пор страдала от крайне плохого приема зрителей, и «Фантастические твари. Тайны Дамблдора», по-видимому смещающие все внимание на любимца фанатов Альбуса Дамблдора, является последней отчаянной попыткой Warner Bros. Спасти трилогию от почти полного провала. Романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере и фильмы, которые они породили, до сих пор являются одним из величайших творческих феноменов в истории. Поэтому, естественно, Уорнеры снова попытались поймать тренд с фантастическими тварями. К сожалению, фильмы не смогли привлечь ту же аудиторию, которая любила Гарри Поттера, и у Уорнеров остался последний шанс спасти франшизу. Бессвязный сюжет, смещение фокуса повествования и развития персонажей, которые не работают, все это играет роль в этой борьбе. «Фантастические твари и где они обитают» открыли волшебную, свежую и, самое главное, веселую предпосылку. Фильм представил мир за пределами Хогвартса и перенес персонажей в реальную жизнь. Первая попытка Роулинг написать сценарий была по понятным причинам проблемной, и концовка «Фантастических тварей и где они обитают» доказала, что она была новичком, несмотря на ее мастерство в написании романов. Первый фильм закончился в духе пробуждения от дурного сна, со стертыми воспоминаниями и залеченными ранами. Но в «Фантастических тварях. Преступления Гриндевальда» магические звери были превращены в сюжетные приемы, которые привели историю к начинающемуся противостоянию между темным волшебником Гриндевальдом и будущим наставником Гарри Поттера Альбусом Дамблдором. «Преступления Гриндевальда» были огромным разочарованием во всех аспектах. Его можно считать одним из самых запутанных сиквелов с точки зрения сюжета, персонажей и повествовательных сдвигов. Однако, несмотря на всемирный успех фильмов о Гарри Поттере, фильмы «Фантастические твари», похоже, пользуются гораздо меньшим успехом в качестве преемника приквела к сериалу. «Преступления Гриндевальда» после выхода на экраны получили неоднозначные отзывы. Фильм получил низкие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у него 37% положительных рецензий на основе 300 отзывов со средней оценкой 5,3 из 10. На Metacritic 52 балла из 100 на основе 48 рецензий, в то время как «Фантастические твари и где они обитают» получил преимущественно положительные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 73% на основе 267 рецензий критиков со средней оценкой 6,8 из 10. На Metacritic фильм получил оценку 66 из 100 на основе 50 рецензий, что соответствует статусу в основном положительные отзывы. Питер Брэдшоу из Guardian дал фильму оценку 5 из 5, назвав его роскошным, причудливым и проработанным до деталей развлечением, а также ужасно добрым, непритязательным и непреодолимо жизнерадостным фильмом. Ларри Бартлетт из NME также дала фильму 5 из 5, назвав его более завораживающим для ребенка внутри вас, чем когда-либо фильмы о Поттере. Однако теперь кажется, что «Тайны Дамблдора» потенциально будут иметь худшие кассовые сборы, чем его предшественники. По данным Box Office Pro, по прогнозам для последнего продолжения «Фантастических тварей», фильм заработал
заработает всего от 40 до 55 миллионов долларов за 3 дня открытия, а общие кассовые сборы внутри страны составят от 100 до 140 миллионов долларов США. «Секреты Дамблдора» не более чем дешевый трюк, чтобы заставить фанатов вернуться в кинотеатры, перенеся повествование на известного персонажа. По-видимому, вывод Warner Bros. Из мрачного выступления второго фильма заключался в том, что простого привлечения Дамблдора было недостаточно для фан-сервиса, и они решили, что он должен быть в центре внимания в будущем, даже ценой отстранения Ньюта Скамандера в его собственной серии фильмов. Отсутствие планирования, кажется, является самым большим провалом трилогии, поскольку в сериале было несколько упоминаний о Дамблдоре в первом фильме, а в третьем сюжет полностью вращается вокруг него и его секретов. Общественный и социальный комментарий автора Гарри Поттера относится к трансфобным твитам Джоан Роулинг, которые вызвали бурную реакцию и критику среди фанатов Гарри Поттера, и даже среди звезд Дэниела Рэдклиффа и Эдди Редмейна, которые публично выступили против комментариев автора. Взгляды Роулинг уже оказали негативное влияние на продажи ее новых книг, и очевидно, что многие считают, что ее комментарии окажут такое же пагубное влияние на секреты Дамблдора. Фильм уже был окутан спорами. Миккельсон взял на себя роль Гриндевальда, заменив Джонни Деппа после того, как актера уволили из сиквела в свете его негативной огласки по делу о клевете. Становится забавно, если посмотреть на то, что Эзра Миллер, который напал на девушку в караоке-баре, по-прежнему снимается во франшизе Уорнеров, так же как якобы жертва Эмбер Хёрд осталась в касте Аквамена 2, а Джонни Депп, который является истинной жертвой в отношении с актрисой Зомбиленда и Аквамена, незаслуженно уволен. Ребята из Warner Bros. Закрывают глаза на выходки Миллера и Хёрд, но не на ложные обвинения против Деппа. Добавление Дамблдора к названию в продолжении франшизы кричит об отчаянии и вызывает очевидное сравнение с продолжениями «Звездных войн». Есть, конечно, и вероятность того, что Дамблдор не так уж замешан в сюжете, а само название просто уловка, во многом похожая на Skywalker Восход, которая может разочаровать и даже разозлить поклонников больше, чем отказ от Скамандера. Действительно кажется, что это безвыходная ситуация, и проблемы, связанные с ролью Гриндевальда из-за увольнения легендарного Джонни Деппа и замена его Мадсом Миккельсоном, приближающийся бойкот фильма зрителями, переработка сценария – все это кажется попыткой скрыть возникшие неурядицы за знакомым лицом Дамблдора и еще раз представить давнего знакомого с времен Гарри Поттера. Прогнозы кассового провала знаменуют устойчивый финансовый спад для франшизы, и поскольку после «Секретов Дамблдора» запланировано как минимум еще 2 сиквела «Фантастических тварей», возможно, Уорнеры начнут пересматривать жизнеспособность этих фильмов с точки зрения кассового успеха. При этом франшиза «Волшебный мир» остается 4-й по размеру кассовой серии фильмов всех времен, а глобальная популярность Гарри Поттера сохраняет для Warner Bros. Уверенность, что кинокомпания почти наверняка не откажется от сериала полностью. «Фантастические твари. Тайны Дамблдора» выйдут в США 15 апреля этого года. Спасибо, что досмотрели до конца. Проверьте подписку, ведь мы уверенно идем к 50 тысячам подписчиков на канале. Становитесь спонсорами канала по ссылке в описании. Распространяйте хэштеги Justice for Johnny Depp и Justice for Johnny Depp Virginia 2022. Не забудьте посмотреть мой плейлист «Джонни против Эмбер». Ссылка на него в конце этого видео. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.